Ребята, всем привет! Сегодня расскажу несколько мифов и историй из жизни американского и советского пианиста Владимира Самуиловича Горовица. Владимир Горовиц – один из самых выдающихся пианистов прошлого столетия. Еще при жизни о музыканте были написаны такие слова: «Горовиц – король королей пианистов, которые существуют и когда-либо существовали. Последний великий романтик». Маэстро, слушая все это, как-то сказал, цитирую: «Мне плевать на почести, продолжающиеся один день в году. Я люблю быть в центре внимания весь год». Пианист родился в семье авторитетного и состоятельного киевского инженера Самуила Горовица. В 1920 году он стал учеником легендарного Феликса Блуменфельда. В 20-е годы в городах СССР он дал огромное число концертов, получив славу первого виртуоза страны. Сам же Горовиц утверждал, что хотел быть композитором, но выбрал карьеру пианиста, чтобы помогать семье, которая потеряла все свое состояние во время революции 1917 года. К слову, трагично закончились судьбы практически всех членов его семьи. Так, в 1930 году на операционном столе умерла мама пианиста. В 1937 в очередной раз арестовали его отца. И позже он пропал без вести в ГУЛАГе. Его брат Яков погиб на фронте. Другого брата Григория обвинили в контрреволюционной деятельности. Он дважды сидел в тюрьме и скончался в 1945 году. Его сестра Регина, преподававшая в Харьковской консерватории, скончалась, так и не дослужившись до звания доцента, несмотря на письма таких знаменитых музыкантов, как Нейгаус, Ойстрах и Гилельс. И эти факты объясняют поведение Владимира Самойловича, о которых чуть позже. Горовиц обладал прекрасным чувством юмора. Кадров, на которых Горовиц улыбается или заразительно смеется, в интернете множество. Как-то раз он отдыхал в ресторане, сел за фортепиано и сыграл пару этюдов Шопена. Кто-то из посетителей не узнал великого музыканта, подошел к нему и спросил: «У вас неплохо получается, вы где-то учились?» «Нет, мне пацаны показали». Встал и удалился. Согласно легенде, в 1925 году Горовицу представилась возможность поехать за границу. В тот период такую возможность большевики предоставляли многим знаменитым людям: Горькому, Маяковскому, Глазунову, Есенину, Шаляпину. В итоге, чтобы не упустить момент, пианисту пришлось собраться буквально за один день. И он уехал, не успев даже попрощаться с матерью и сестрой. Так Горовиц и сбежал из страны. Единственной трудностью его было организовать первый концерт. Но тут помог случай. Внезапно заболел пианист, которому в этот вечер предстояло играть первый концерт Чайковского. Горовица случайно нашли в гостинице, он успел только выпить стакан молока, и уже через полчаса, без единой репетиции с оркестром, он играл концерт. И, кстати, эта деталь про молоко кочует из книги в книгу. Этот случай как раз-таки и стал тем самым переломным моментом. Успех в Европе не дал ему ни имени, ни приглашений, ни контрактов. В 1927 году он даже всерьез раздумывал о возвращении на родину, и ему даже зарезервировали место от Украины в составе советской делегации на международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве. Но Горовиц хорошо знал большевиков. В ходе революции его семья лишилась всего. Да и лично ему советский консул угрожал всеми мыслимыми и немыслимыми проблемами, если он немедленно не вернется на родину. Горовиц решил рискнуть и уехал в США, в страну, в которой его непрочная слава превратилась в деньги. Там он стал не просто успешным. Публика сходила по нему с ума. Артуро Тосканини, самый знаменитый дирижер того времени, даже выдал замуж за него свою дочь Ванду. Через 2 года все его сбережения разлетаются в прах из-за биржевого краха, вызванного Великой депрессией. В 1930-м умирает его мать, а его отец, специально приезжавший в Париж повидаться с сыном, вскоре бесследно сгинет в ГУЛАГе. В 1936-м Горовиц внезапно перестает гастролировать и переживает серьезную депрессию.
Возможно, только вмешательство властного и жесткого тестя сохранило ему жизнь. Во время Великой Отечественной войны он дает бесчисленные концерты для сбора средств на борьбу с фашизмом. И суммы были огромными. Так, один из концертов в Карнеги-холле принес ему рекордную сумму – почти 11 миллионов долларов. Это как современные 100 миллионов долларов. Играл он тогда первый концерт Чайковского. Дирижировал его тесть. И после, в 1944 году, он получил американское гражданство. Через 10 лет у Горовица снова наступит депрессия. Он официально заявляет о прекращении своей карьеры. Правда, спустя некоторое время разрешит одной звукозаписывающей компании оборудовать у него дома мини-студию, где он станет записывать неброские сонаты Скарлатти и Черни, то есть ту музыку, которая до тех пор считалась пригодной только в качестве учебного материала. Однажды в интервью журналист спросил пианиста, что он больше всего любит. Тот ответил: музыку, духи и деньги. В этот момент его жена Ванда, сидевшая рядом, прокомментировала: «Меня он не любит, я ему просто нужна». Ведь Ванда твердо считала, что без нее Горовиц пропал бы, поэтому обеспечивала ему надежный тыл. Их единственная дочь Соня умерла в 1975 году в 40-летнем возрасте, совершив передозировку наркотиков. Существует легенда, что Рахманинов был не просто проводником в мире американского музыкального бизнеса для Горовица, но и его близким другом. Так, услышав, как молодой пианист играет его третий концерт, сам отказался от исполнения этого произведения на публику, несмотря на то, что зарабатывал себе на хлеб в основном фортепианными выступлениями. Впоследствии Горовиц рассказывал, цитирую: «Рахманинов отдал этот концерт мне. Он всегда говорил: Горовиц играет его лучше, чем я. По его выражению, он сочинил концерт для слонов. Так что, наверное, я и есть один из них». Современники Горовица отмечали, что он часто вспоминал Украину и никогда не забывал, откуда он родом. Однажды он эмоционально подтвердил это, играя в английском оркестре, сказав знаменитую фразу: «Я украинец и покажу англичанам, что такое темп». Он вернулся. Такими заголовками пестрили газеты в 1965 году, когда пресс-секретарь Горовица объявил, что пианист снова выйдет на сцену. Его ждал Карнеги-холл. Это известие так сильно всколыхнуло музыкальный мир, что с ночи выстроилась очередь. Сюжет об этом попал в сводку новостей, и жена Горовица, ужаснувшаяся происходящим, всю ночь раздавала в этой очереди кофе и пирожки. В 1975 году он снова уйдет, а через 6 лет вернется, чтобы вскоре опять прервать концерты. Наконец, в 1985 году начинается последний период его выступлений. Он даже посетил Москву. Его встретили с восторгом, как своего. Уже почти закончились все ужасы большевистского правления, но и сейчас у Горовица не возникло ни малейшего желания остаться. За 3 года до смерти, в 1986 году, из рук Рональда Рейгана Горовиц получил высшую американскую награду – медаль свободы. К слову, он имел 25 премий Грэмми. В количестве полученных наград он опередил Пола Маккартни, Бейонсе и Стиви Вандера. 5 ноября 1989 года у Владимира Горовица случился сердечный приступ. Он скончался. Великий пианист был похоронен в фамильном склепе своего тестя в Милане. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, оставляйте их внизу, и по возможности на них отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Всем пока!